Все мы привыкли видеть красивый земной покров, обильно покрытый растительностью, но этот верхний живой грунт непригоден для строительства, а более стабильные грунты находятся глубже в земле. Поэтому первым делом приходится копать. Выбора нет. Приступим. Для начала срежем верхний грунт, образующий излишний уклон или неровности. Разметим наш фундамент с помощью обычного шпагата. Прокапываем и закладываем коммуникации и одновременно роем траншею. Траншея придаст форму для ленты в земле. Разметим и пробурим отверстие для свай на глубину ниже промерзания грунта. Непромерзающие грунты более стабильны и надежны. Отлично, копать больше не нужно. Приступим к строительству фундамента. На дно каждого отверстия мы трамбуем песок. Песок послужит подушкой между грунтом и бетоном. Делаем гидроизоляцию стенок битумными рулонными материалами. Изготавливаем и устанавливаем армокаркас для каждой сваи. Арматура в связке с бетоном выдержит большие нагрузки и повысит прочность конструкции в целом. Можно заливать бетон. Бетон — это основной материал для строительства фундамента. После отверждения он превратится в искусственный камень с заданными формами. Трамбуем песчаную подушку. Она станет основанием для ленты фундамента. Приступаем к сборке щитов опалубки. Опалубка придаст нужные формы для надземной части нашего фундамента. Собираем поддерживающую конструкцию опалубки для надежной фиксации и укрепления щитов. Закладываем полиэтиленовую пленку в опалубку. Полиэтилен предохранит опалубку от слипания с бетоном, а бетон изолируется от грунта. Изготавливаем армокаркас для ленты и привяжем к нему свайную арматуру. Армокаркас усилит ленту фундамента и предотвратит ее разрушение от нагрузок. Усиливаем примыкание ленты. Здесь высока вероятность появления трещин. Углы тоже нуждаются в усилении. Закончим опалубку, связав внутренние щиты с наружными, и заливаем бетон. Фактически мы уже построили хороший свайно-ленточный фундамент, но нам этого недостаточно, и мы пойдем дальше. Демонтируем внутреннюю часть опалубки. Она сделала свою работу и больше не нужна. Заполняем свободное внутреннее пространство утрамбованным песком. Песок поглотит неровности грунта и образует уплотненные горизонтальные основания. Укладываем полиэтиленовую пленку на песок. Полиэтилен — это бюджетный вариант гидроизоляции. Он прост в применении. Закладываем утеплитель в шахматном порядке. Утеплитель сохранит тепло в доме и снизит расходы на отопление. Собираем армокаркас в форме сетки и связываем его с арматурой ленты.
Почти все готово. Осталось залить бетон, и мы получим монолитную железобетонную плиту. Такая плита свяжет ленту, распределит нагрузки и станет готовым перекрытием. Подведем итог. Мы построили комбинированный свайно-ленточный фундамент, усиленный монолитной плитой по грунту. Такой фундамент подходит для различных домов. Главное, чтобы расчетами и строительством занимались настоящие профессионалы. А мы смело поставим на наш фундамент небольшой загородный коттедж. И это еще не все. До наступления холодов мы успеем утеплить грунт с цоколем и залить отмостку с крыльцом. Значит, земля вокруг дома будет защищена от излишнего размокания и морозного пучения даже в самые сильные морозы. А теперь точно все.